Всем привет! Сегодня у нас на повестке дня блок питания Cougar XTC 500 Вт. Данный блок питания я покупал за 2400 рублей. И сейчас я расскажу, почему же я считаю, что это лучший блок питания за свои деньги. Поехали! Итак, покупал я данный блок питания ОМ версии. Поэтому комплектации тут по сути никакой и нет. Все, что я получил, это сам блок питания и кабель питания, который, к слову, достигает длины в 1,5 метра, что несколько разочаровывает. К внешнему виду блока питания вопросов нет. Стильный крашеный корпус с фирменным вентилятором, да еще и с кабелем в оплетке. Разве за эти деньги можно хотеть чего-то большего? Кстати, а я ведь так и не рассказал о характеристиках самого блока питания. Мы имеем блок питания на 500 Вт, 456 из которых идет на 12-вольтовую линию, что в целом отлично. Входное напряжение у блока питания 220-240 вольт. Также, что немаловажно, блок питания имеет сертификат 80+, который хоть и не говорит нам о том, насколько качественные компоненты используются в этом блоке питания, но указывает на то, что его энергоэффективность будет выше, чем у его коллег в схожем ценовом сегменте, но без этого сертификата. Также у данного блока питания присутствует активный PFC, что не может не радовать. Cougar очень гордятся своим фирменным вентилятором, который появился в этой новой линейке блоков питания. К сожалению, у меня не будет возможности замерить его шум и нагрузить его на все 500 Вт, поэтому вам остается довериться моему субъективному мнению. Вертушка при первом включении блока питания дребезжала, что меня несколько напрягало. Я уже был готов относить его обратно в магазин, но через минуту-две мерзкий гул пропал, и вентилятор было почти не слышно. Честно говоря, не знаю, в чем была проблема, но имейте это в виду. В целом блок питания оказался весьма тихим, и при стрессах на конфиге i5 760 в разгоне плюс R5 250, в сумме выходит 200 Вт, его практически не было слышно. Далее пройдемся по проводам, что имеет весьма немалое значение, ведь если провода будут слишком тонкими и короткими, то вы сами знаете, к чему это может привести. Итак, мы имеем один единственный кабель в оплетке, и это кабель питания материнской платы 20 плюс 4 пин. 4 пин отстегиваются, длиной в 45 см, чего вполне достаточно для современного корпуса с нижним расположением блока питания. Честно говоря, я не до конца понимаю, в чем смысл делать такую оплетку кабелей, если в конечном счете этот кабель будет загнут так же, как вы видите сейчас на видео, и голые провода будут вовсю торчать в то время, как его часть в оплетке будет красоваться в скрытой от ваших глаз задней стенке корпуса. Далее идет кабель питания процессора. Здесь он представлен как два 4-пин коннектора, которые можно соединить по необходимости. Для питания видеокарты выделен один кабель, который разветвляется на два 6 плюс 2 пин коннектора. С одной стороны, это здорово, и можно будет запитать любую видеокарту и не париться по поводу переходников с Molex. Но с другой стороны, хотелось бы, чтобы кабеля было два, а не один, чтобы распределить между ними нагрузку. Для питания SATA устройства есть два кабеля. На одном из них два SATA и один Molex, на другом же 3 SATA и 1 Molex. Так что, если у вас несколько вентиляторов, которые питаются от Molex, то советую лишний раз подумать перед тем, как покупать этот блок питания. Толщина у всех проводов блока питания одинаковая – 18 АВГ, чего вполне хватает для бюджетного блока питания. С проводами в процессе эксплуатации ничего не произойдет. На этом с внешними характеристиками блока питания мы закончим и заглянем внутрь этого блока питания. Предупреждение. Автор не разбирается в схемотехнике, и его мнение не стоит воспринимать как чистую правду. Думайте своими мозгами. К сожалению, у меня нет возможности вскрыть этот блок питания, так как мне нужно сохранить на него гарантию, поэтому придется довольствоваться тем, что можно увидеть сквозь решетку. Данный блок питания, как и все остальные блоки питания Cougar, сделан на HEC-платформе. Первое, что мы можем увидеть, это высоковольтный входной конденсатор на 320 микрофарад, 420 вольт и 105 градусов. Производство TIAPA. Весьма средненькие конденсаторы, однако приятно увидеть их в таком дешевом блоке питания. Обычно на блоках питания такого ценового сегмента производители предпочитают экономить и ставят банки на 220 микрофарад, чего хватает уж притык. В нашем случае производитель не стал экономить, что очень радует. Далее стоит отметить дроссель активного PFC, а недалеко от него располагается диодный мост, название которого из-за его расположения я не могу прочитать. Также радует наличие варистора. Силовые элементы из-за их расположения довольно сложно рассмотреть, однако могу с точностью сказать, что большинство конденсаторов там производства TIAPA, что не может не радовать. Дроссель групповой стабилизации внушает доверие своими размерами. Единственное, к чему хочется докопаться, так это то, что, судя по внешнему виду, конденсаторы в обвязке производства Elite. Данные конденсаторы являются одними из самых дешевых на рынке, и собственно качеством они не блещут.
Радиаторы, которые охлаждают высоковольтную часть, выглядят слишком просто. Не думаю, что они в полной мере способны справляться с их основной задачей. То же самое касается и радиаторов на низковольтной сборке шотки. Итак, подведем итоги. Данный блок питания за свои 2400 рублей обладает хорошей элементной базой, достаточно тихим вентилятором и хорошими как по длине, так и по толщине проводами. Для каких сборок я рекомендую данный блок питания? В первую очередь для бюджетных сборок до 40 тысяч рублей. Какие-нибудь i3-10100F плюс GTX 1650 Super этот блок питания запитает без особых проблем. А если говорить в общем, то я бы не стал питать этим блоком питания сборки, которые потребляют выше 300 Вт. Все-таки не стоит забывать, что это бюджетный блок питания, и ставить к нему какую-нибудь 1080 Ti плюс i7-7700K в разгоне, будет глупо. Итак, надеюсь, вы сделали свои выводы по данному блоку питания. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и пишите свои комментарии. Например, хотели бы вы больше подобных обзоров блоков питания из бюджетного сегмента? Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Не болейте.